Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Сегодня вы узнаете про борьбу с перноспорозом на огурцах, на луке и на других культурах. Тема эта достаточно актуальная. Недавно был ролик про огурцы, обзор сортов огурцов, и многие зрители жаловались на перноспороз, что огурцы ежегодно поражаются этим опасным заболеванием, и в итоге теряется львиная доля урожая. Почему же возникает перноспороз? Благоприятствует этому заболеванию высокая температура и влажность. И как раз таки, если создаются вот такие условия, идут затяжные дожди, на улице очень тепло, мало ветра, посадки загущенные, все это плохо проветривается, перноспороз тут как тут. Вот такие условия для него крайне благоприятны. Как же не допустить перноспороз и как с ним бороться, если он уже на огурцах появился? Конечно же, самый лучший способ – это выбирать устойчивые сорта и гибриды. Но, опять же, это не всегда сработает. И даже если вот эти сорта и гибриды имеют высокую устойчивость к перноспорозу, это не значит, что они на 100% устойчивы. Все равно, если будут неблагоприятные погодные условия, перноспороз появится. Есть различные способы борьбы. Во-первых, самое важное – делать профилактику, не загущать посевы. Огурцы должны хорошо проветриваться и освещаться солнцем. В этом случае риск поражения перноспорозом будет меньше. Для борьбы с перноспорозом существует множество различных препаратов, как химических, так и биологических. Например, из химических препаратов очень хорошо работают Привикур Энерджи. Вот этим раствором этого препарата поливают огурцы под корень. Есть препарат еще Ребус, им можно обрабатывать по листу. Вот эти препараты, они имеют небольшой срок ожидания. Вот, поэтому их на огурцах можно применять. Есть препараты, конечно же, с более длительным сроком ожидания, но для огурцов они не совсем подходят, потому что придется ждать, допустим, там 10-15 дней, и в период созревания урожая, формирования, невозможно такой период соблюдать. Приходится урожай собирать. Значит, есть также народные способы борьбы с помощью подручных различных средств. Значит, что это за способы такие? Значит, сейчас я возьму тетрадочку, и у меня здесь записан рецепт, значит, такой проверенный годами, как раньше вот обрабатывали огурцы. Значит, называется, вот этот раствор для обработки малахитовый раствор. Значит, как он готовится? Понадобится древесная зола, 2 литра просеянной древесной золы. Также нам необходимо 100 грамм медного купороса и 50 грамм тертого мыла, либо жидкого мыла. Значит, что делаем? Вначале берем вот эти 2 литра золы, засыпаем в пустое ведро и заливаем 2-3 литрами хорошо такой теплой воды, практически горячей. И все это должно постоять хотя бы несколько часов. Далее все это мы процеживаем и добавляем вот в этот зольный раствор меднокупорос. Все хорошенько размешиваем, растворяем меднокупорос, и образуется карбонат меди. Вот. Дальше добавляем сюда же мы наше жидкое мыло и доводим объем вот этого рабочего раствора до 10 литров. И у нас получается 10 литров раствора для обработки наших огурцов. Чем хорош вот этот малахитовый раствор? Тем, что это контактный фунгицид. Нет никакого накопления в урожае. То есть мы обработали вот этим раствором наши огурцы, и на следующий же день можем огурцы собирать и употреблять в пищу. Конечно же, помыть нужно будет. Но есть и минусы. Например, если прошел дождь, такой раствор быстро смывается и придется обработку повторять. Кроме огурцов, таким раствором можно обрабатывать и многие другие растения. Например, смородину и крыжовник от лжемучнистой росы, а также флоксы, которые также поражаются вот этими заболеваниями. Можно, опять же, вот эти культуры обработать. Кстати, можно обрабатывать вот этим же раствором и лук. Если у вас лук поражается перноспорозом, по зеленому перу
вот когда оно есть, можно обрабатывать и лук. Кто не хочет пользоваться медным купоросом, ну, есть такие вот приверженцы все-таки такого более экологичного земледелия, хотя я не считаю, что медный купорос чем-то слишком опасен для здоровья, но тем не менее. Кто не хочет его применять, есть другой способ. Опять же, нам понадобится 2 литра золы, как и в первом случае, заливаем их 2-3 литрами теплой воды, даем настояться, процеживаем все это, затем растворяем в 1 литре воды жидкое мыло 50 граммов, заливаем все это, перемешиваем, доводим рабочий раствор до 10 литров, и в этот рабочий раствор добавляем сенную палочку. Вот есть такая сенная палочка, Profit в жидком виде. Понадобится ее 100 миллилитров. Добавляем и все это перемешиваем. И затем приступаем к обработке. Вот такой раствор также достаточно эффективен против пероноспороза. Будьте внимательными, как еще правильно наносить этот раствор. В первую очередь нужно стараться попасть на нижнюю сторону листьев. Именно там концентрируется вот эта пероноспора. Если листья нижние у огурцов слишком поражены, тогда их полностью удаляем, вот, чтобы они служили источником распространения дальше вот этого заболевания. Сенная палочка не боится вот этой щелочной среды. Ей щелочная среда не страшна. И сенная палочка, попадая на листья, она затем проникает в сами ткани листьев и борется с пероноспорозом. Поэтому вот ее можно смешивать. Что касается грибных препаратов, например, препаратов на основе триходермы, то в этот щелочной раствор грибные препараты добавлять нельзя. Щелочная среда, она отрицательно действует на грибы. А для сенной палочки не страшна. Поэтому вот как раз таки именно с золой сенную палочку можно сочетать. Ну, вот такой способ борьбы с пероноспорозом. Поэтому записывайте на следующий сезон, чтобы обезопасить свой урожай от этого опасного заболевания. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.